И вообще, кстати, мне вот это вот мясо хочется назвать ленивое мясо. Потому что, вот, несмотря на то, что вот какое оно вкусное получается, и такое мягкое, и такое ароматное, усилий ты вообще никаких не затрачиваешь. Всем привет! И сегодня я буду готовить в очередной раз мясо под маринадом. Вот я купила килограмм мяса. Стоит оно 159 паундов килограмм, почти 160 паундов. Это где-то в районе 10 долларов за килограмм стоит. Чуть-чуть поменьше. Мне для приготовления мяса потребуется сегодня соответственно, мясо. Потом мне потребуется томатная паста. У меня томатная паста компании Джифайна. И дальше мне потребуется чеснок, 3-4 зубчика чеснока. Далее нам потребуются вот эти вот пакеты для запекания. У меня это вот такие вот пакеты с такими стегами, то есть которые закрываются. Вот. Что мы сейчас делаем? У меня килограмм мяса, мне килограмм не нужно, мне нужно всего 700 грамм. Так что сейчас я разрежу мясо, первое что, и потом его помою. Открываем его, мясо кусок большой, отрежу какое-то количество на глаз. Мужчин точно нету, ножи тупые. Отрезаем где-то там 300 грамм на глаз, я это делаю на глаз. Потому что весов у меня нет, но так приблизительно я рассчитываю, что вот это где-то, наверное, не 300 все-таки грамм. Наверное. Ну ладно. Я оставлю вот такой кусок, чтобы он у меня был. И сейчас я его помою. Кошки единственное сейчас отрежу немножко. Не даем ей, как называть, искусственный корм, потому что у нее были эти проблемы. Спасибо, Марика. Вот, сейчас я ей положу. Пока столько, потом посмотрим. Так, ну я иду мыть мясо и возвращаюсь к вам. И что нам потребуется? Нам, значит, потребуется с вами для приготовления мяса в маринаде само мясо. 700 грамм, я его уже помыла. Значит, дальше 3-4 зубчика чеснока, томатная паста. Как я уже сказала, пакет для запекания. Соль, перец и петрушка или укроп, если вам нравится, для того, чтобы положить сверху. Значит, мы сейчас... Малик, принеси мне большую ложку. Ложку? Хорошо. Ой. Я сейчас открою томатную пасту. Мы будем делать сам маринад. Как делается сам маринад? Спасибо. Нет, большой. Какой красивый, я хочу сок томатный. Это, значит, томатная паста. Я наливаю, мне нужно 2 столовые ложки. Вот они 2. Потом дальше я чищу чеснок. Вы меня просили после одного из последних видео, я там затронула историю, когда нас обокрали вот в том районе, где мы жили. Вы просили меня рассказать эту историю, как нас обокрали, чем это закончилось. Мы когда приехали в этот район, Сет-Октобер, куда нас привез мой муж, мы поселились в первую квартиру. Квартира, кстати, была очень неплохая, с американской кухней, с автоматической стиральной машиной, что для съемной квартиры в те времена для Египта было, ну, как бы нереально. Сет-Октобер — это летний район туристический, куда приезжают все египтяне во время своего отдыха летом. А зимой там никого нету.
И первая наша квартира была, это как раз вот это вот, куда мы приехали, вот эта квартира с хорошим ремонтом и с хорошей обстановкой. Потом все оно как бы с каждой квартирой, оно все больше, больше, больше ухудшалось. Наше жилье и вообще как бы уровень жизни. И в первую квартиру, когда мы въехали, буквально там, по-моему, в тот же самый день у меня Мухаммед попросил денег взаймы, $300. Значит, я натираю на мелкой терке, это для нашего маринада, натираю чеснок на самой мелкой терке. И когда мы приехали в эту первую квартиру самую, у меня Мухаммед попросил $300 взаймы. Он мне сказал, что дай мне $300 взаймы, я тебе их отдам на следующий день. И, конечно же, он этих денег мне не отдал. Я в одном видео уже об этом рассказывала. Но дело не в этом, как бы. Дело в том, что это настолько, видимо, популярно среди египтян, что даже в Египте есть такой известный ютубер, его зовут Шейди Сурур. Он даже сделал несколько видео на эту тему, и одно из видео это как раз переделанная песня Адель «Hello». Это именно касается того, как египтяне берут взаймы, кстати, это касается друзей, и не отдают денег обратно. Значит, я покрошила, значит, потерла на самой мелкой терке чеснок и смешала его вот с этой томатной пастой своей. Дело в том, что соль, сразу предупрежу, вы не кладете. Соль положим потом. То есть у нас только чеснок и томатная паста. Маринад у нас готов. Вот такой вот он маринад. Элементарный маринад с чесноком и томатной пастой. Соль не кладем. Вот у меня кусок мяса. И я начинаю обмазывать это мясо маринадом. Без соли, опять же говорю. И, как я вам сказала, значит, вот в первой квартире, куда мы въехали с Мухаммедом, его дом, который он должен был предоставить нам для жилья, мы туда благополучно все заехали, он сразу же у меня попросил денег, $300. И, как я сказала ранее, у них, то есть, видимо, это настолько распространено, что вот этот известный ютубер Шейди Сурур, у него даже есть песня, переделанная Адель «Hello». И это была наша первая квартира в этом районе. Далее потом мы в этом районе сняли еще одну квартиру, потом сняли наверху квартиру, потом еще сняли квартиру другую, там на втором этаже. И вот как раз вот в одной из следующих наших квартир, которую мы снимали в этом районе, мы, кстати, там сменили 1, 2, 3, 4. Мы в одном только этом районе за полгода сменили 5 квартир. Вот. Но дело не в том. Значит, в одну из следующих квартир, в которой мы жили, я вот рассказывала, к нам влезли воры. И причем, как я говорила в прошлом видео, это произошло именно из-за того, что мы ходили купаться мы с Дэнни на море каждый день, и иной раз даже по 2 раза в день. Мухаммед нас не сопровождал как мужчина, он все время спал в квартире. И люди многие думали, что мы с Дэнни там одни проживаем. И поэтому, возможно, нас выследили, как я уже сказала. И в один, вот, как я уже говорила, из вечеров, когда мы пошли в супермаркет закупать еду, мы ушли из дома, мы вернулись, и вот как раз, когда мы вошли в квартиру, я заметила, что на журнальном столике нет компьютера моего ноутбука. И я прошла как бы дальше в квартиру, стала смотреть, искать, и я, вот как бы квартира была очень большая, там 3-комнатная, она гигантская квартира была.
И вот я увидела, что где-то в конце коридора, в самой дальней комнате какое-то движение. И я поняла, что кто-то есть. То есть, потому что я прошла как бы вот этот первый living-room, потом вторая комната. И вот потом я увидела вот это движение в последней комнате, и я уже поняла, что там кто-то есть. И что дальше произошло? Мухаммед не входил в квартиру. Он позвал вот на улице, о которой я говорю, вот эти вот бауэбы, мужчины такие вот в длинных афтанах, они ходят, такие религиозные. Они, как правило, охраняют дома, территорию. И он позвал, видимо, людей, Мухаммед, и вот пришли люди, и они уже пошли проверять дальше квартиру, и вроде как никого не нашли. Но дело в том, что когда я прошла в дальнюю комнату, я заглянула под кровать, потому что один успел сбежать из воришек, то есть мы видели, как он, потому что у нас балкон опоясывал всю квартиру, гигантская квартира, гигантский балкон он такой был, вокруг всей квартиры, по периметру квартиры. Я услышала, что кто-то там выбежал, значит, и я поняла, что он спрыгнул, у нас был второй этаж. А когда я посмотрела под кровать, я увидела, что там под кроватью как раз спрятался другой парень. И как раз вот пришли вот эти бауэбы, потом какие-то мужчины, и они прям буквально вытащили, выволокли этого парня из-под кровати и стали бить его прямо у нас в квартире. Избивали жутко. Парень орал, верещал: помогите, спасите, не убивайте. Они его били, потом вызвали полицию, соответственно, приехала полиция, этих ребят забрали. Компьютер, кстати, мой, слава богу, остался, они ничего не успели вытащить. Но полиция забрала, по-моему, клавиатуру от компьютера. У меня была внешняя клавиатура для отпечатков пальцев, наверное. Вот. Потом Мухаммед куда-то ездил с ними, но он мне так ничего толком не рассказал, потому что вот эти мутные люди, они ничего никогда вот до конца не рассказывают. Это очень плохо. И как бы он, когда приехал, Мухаммед, он сказал, что эти ребята были из Каира, что они нас выследили где-то на пляже. И вот так вот оно, в принципе, благополучно разрешилось. Но вот я вот после своего видео, вы написали комментарий, что какую-то женщину даже в Хургаде убили. Именно воришки, которые проникли домой. Очень жаль, конечно, и будьте предельно аккуратны. Ни в коем случае, если вы чувствуете, что какая-то есть непорядок, когда вы вошли в дом, никогда не входите. Не входите, потому что неизвестно, что они сделают, потому что, опять же, скажу, что наказание у них здесь от самих же египтян будет жутко, именно по поводу воровства. Поэтому не входите, лучше позовите. Поэтому, возможно, из-за вот этого наказания жуткого, они готовы на все что угодно, лишь бы смотаться. Так что будьте предельно аккуратны, не входите в квартиру. Зовите сразу на помощь. Звать на помощь, как я уже сказала, харами, это воры. Вот. Что еще? Также после вот этого предыдущего видео были такие высказывания, что вот она же говорила в одном из видео, что египтяне не лезут в то, что их не касается, она сама себе противоречит. Нет, я себе не противоречу. Я вам говорю, что это черта египтян, ни во что не влезут, они ни во что не будут вмешиваться. Но воровство – это часть халяльная, то есть если оно уже прозвучало, что вы выбежали на улицу и начали кричать «харами, харами», то есть «воры, воры», люди будут сбегаться, конечно. Но вот так вот кто-то в какие-то ситуации, если кто-то что-то видит, как бы не просит помощи, никто никогда вмешиваться не будет. Имеется в виду, если видит там, как бы, потому что также после этого видео мне там написали, что как это так, там вот египтяне отзывчивые. Да, есть египтяне отзывчивые, есть люди именно религиозные, опять же напомню, которые помогают. Нам тоже помогали именно религиозные люди, именно шейхи нам помогали на протяжении всего времени, что мы здесь находимся, именно мне и Дэни. Вот, помогали, причем очень серьезно помогали, так как материальная состоятельность моего мужа никогда не была нормальной. И поэтому выручали именно вот эти вот люди религиозные, которые помогали там Дэни с обучением, какие-то деньги мне давали. Вот. Но
именно помогали и финансово, и поддерживали, и консультировали по каким-то вопросам абсолютно бесплатно. Это то, что касается... Поэтому я не говорю, конечно, что все вот там египтяне, они не помогают. Там. Это было как раз вот русский русскому не товарищ, как раз, по-моему, вот в этом видео или в другом, по поводу египтян. Опять же скажу, что они не лезут в то, что их не касается. Это просто такая черта у них. И это не то, что я сама себе противоречу или еще что-то. Они на самом деле не лезут ни во что. Вот. И никогда не будут высказывать своего мнения, как они думают. То есть если вы какой-то высказываете свою точку зрения, они вас как бы там поддержат, там скажут да, но у них будет всегда свое мнение, они всегда навсегда останутся при своем мнении, вы их никогда не переубедите. Поэтому они немножко другие. Мы импульсивные, мы более привыкли высказывать свое мнение. Они не такие люди, и опять же говорю, они закрытые люди. И они все свои мнения оставляют для близкого круга общения, для своей семьи и там каких-то, возможно, самых близких друзей и всего прочего. Так, мясо мы помазали маринадом. Сейчас я отнесу вот это все потом. И потом мы с вами положим это мясо прямо в тарелке в этот пакет. Все, я все отнесла, руки помыла. Беру вот этот пакет, открываю его и прямо это мясо кладу вместе с тарелкой в этот пакет. Положила, закрыла и оставляю вот так вот в таком виде на 1 час. На 1 час оставляю мясо, ждем, пока пройдет этот час. И вообще, как бы, рассказывая о том, сколько мы квартир поменяли, то есть вот почему я все время вам говорю, обязательно, чтобы была квартира, обязательно, чтобы была квартира, обязательно, чтобы была квартира. Квартира, чтобы была несъемная, чтобы у вашего мужа была в собственности квартира, потому что я с своим мужем за 11 лет нашей жизни поменяла более 22-23 квартир, я уже не помню. То есть если это разделить, это получается практически каждые полгода мы куда-то переезжали. Но оно, соответственно, было не так, там были какие-то другие временные как бы рамки, но все равно, то есть, вот, понимаете, сам по себе факт того, что за столько лет, там столько детей родилось, там и дети учатся в школе, поменять столько мест столько квартир. Это на самом деле очень плохо, и это очень плохо. Поэтому я вам всегда про это и говорю. Всегда, если вы действительно серьезно планируете как бы создавать семью, вы должны вот этот аспект обязательно учитывать, квартиру. Так, ну, у нас благополучно прошел час. Что мы делаем? Мясо уже начало давать сок, я смотрю. Значит, только сейчас мы посолим мясо. Вот. Уже мясо начало очень здорово пахнуть. Вот, мы его просолим. Убираем мясо на 1,5 часа. Вот так же заворачиваем. Оставляем его на 1,5 часа. И ждем 1,5 часа. А потом, перед тем, как закончится вот эти наши 1,5 часа, начинайте уже разогревать духовку, для того, чтобы нам туда поставить мясо. Пани. Вот, ну я пошла помыть руки, и мы ждем 1,5 часа. Да? Что мы хорошие? Что мы хорошие? Что мы, мой любимый, такой мой любимый? Так, ну что, у меня 1,5 часа практически уже прошло. Я сейчас включила духовку. Сейчас она у меня разогреется. Мясо у меня тоже уже на мази практически. Значит, я возьму вот такую вот, не знаю, как даже назвать ее, сковородка, кастрюлька, поддон какой-то. Короче, возьму такую емкость и переложу мое мясо как раз вот в пакете. Только тарелку не забудьте вытащить. Вот переложим сейчас мясо. Сейчас я вам покажу, чтобы было наглядно.
Значит, вот мое мясо. Я его прям не доставая, так вот прям оставляю в этом пакете, вытаскиваю просто в тарелку. Вот мое мясо, этот кусок, кладу его вот сюда, в эту емкость. И обязательно, куда нам мне делать? Да, только что было тут. Вот. Такие неудобные оказались эти вот эти закрывашки, прозрачные. Но дело не в том. Значит, берем, закрываем наш пакет вот этим тегом. Закрыли. Вот так. Кусок большой. Девочки, обязательно не забывайте делать дырочки. Сделайте 2-3 дырочки, чтобы выходил воздух. У меня вот одна. Сделаю еще одну тут. Вторая дырочка и сделаю еще одну. Все, значит, раз, два, три. 3 дырочки у нас есть. Все, духовка у нас нагрелась. Сейчас все это мясо ставлю в духовку на 1,5 часа. На 1,5 часа, и после 1,5 часов мясо у нас будет готово, и мы можем его подавать к столу. Вот, ну все, вот на мое мясо. Духовка у меня готова. Сейчас ставлю. И ждем, соответственно, 1,5 часа. И потом я вам покажу, когда уже буду подавать на стол. Все. И вообще, кстати, мне вот это вот мясо хочется назвать ленивое мясо. Потому что, вот, несмотря на то, что вот какое оно вкусное получается, и такое мягкое, и такое ароматное, усилий ты вообще никаких не затрачиваешь. То есть, кроме того, как ты помыл мясо, сделал вот этот вот маринад, там, положил 2 ложки томатной пасты, там, и натер чеснока, ну, обваляла в маринаде это мясо, положил его на час, потом достал, помазал солью, положил еще на 1,5 часа, потом достал, точно так же положил в духовку. То есть, мне кажется, это какое-то ленивое просто мясо. Вот, но очень вкусно. То есть не требует никаких навыков в готовке и вообще очень просто. Просто занимает это много времени. Но если вы, в принципе, как бы занимаетесь какими-то другими делами, то есть, во-первых, это не отнимает у вас кучу времени. Вы намазали, поставили, опять намазали, поставили, потом поставили в духовку. То есть у вас это вообще не отнимает никакого времени. То есть если вы находитесь дома, это, в принципе, не вопрос сделать. Так вот, вот такое получилось мясо. Вот, что у нас там еще? Вот оно очень мягкое должно быть, по идее. Оно в разрезе вот такое.